Всем привет, с вами Иван Жданов и передача «Военное положение», где мы подводим итоги недели и обсуждаем все то, что произошло на войне и вокруг нее. Главные темы недели – это поставки тяжелого вооружения в Украину и начало американского ленд-лиза. Сегодня обсудим ракетные удары по Киеву и атаки российской территории, где были уничтожены 2 нефтебазы и склад с боеприпасами. Ну и, конечно, поговорим о Приднестровье и возможном втором фронте этой войны. А начинаем с самых важных кадров этой недели. Видно, что путинская армия изменила свою тактику. На первом этапе войны российские части пытались прорвать оборону и двигаться вперед отдельными колоннами, как можно быстрее, не считаясь потерями, бросая отставших и сломанную технику. На многих участках это и помогло занять какие-то территории с этими огромными потерями. Теперь путинские войска действуют иначе. Они стремятся выдавливать украинские силы из ключевых пунктов, стремятся двигать линию фронта постепенно, действуя осторожно, проводя массированные артобстрелы и бомбардировки украинских позиций. Основным полем битвы остается Восточный фронт, особенно район севернее Славянска, вдоль реки Северский Донец. Давайте я вам покажу, где это происходит. И количество сил вооруженных сил России, сосредоточенное в Изюме, достаточно большое. Понятно, что это одно из направлений удара. И мы видим, в районе Заречное тоже постоянно происходят бои. Давайте мы предположим то, что отсюда, со стороны Заречного, будет как раз наступление на Лиман вдоль как раз реки Северский Донец. Давайте перейдем на другую карту. Продолжается наступление в районе Рубежного и в районе Попасной. Вот Попасная, Рубежный. И понятно, что цель тут пройти, может быть, в район Северска от Емполя и замкнуть войска вокруг Северодонецка, Лисичанска, где расположены основные вооруженные силы Украины. Теперь давайте сместимся поюжнее. Поюжнее линия фронта не сильно поменялась. Вот она стабильная здесь уже долгое время. Основные бои идут вокруг Великой Новоселки и населенный пункт Гуляй-Поле. Здесь продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы и какие-то бои. Да, здесь мы переместимся на другую карту. Это уже район Харькова, и здесь украинской армии удалось контратаковать. Вот в этом направлении, сейчас одну секундочку поправимся, это от Харькова, район Русской Лозовой, вот здесь вот Русская Лозовая чуть-чуть правее, и в этом районе успешные контратаки украинских войск. Поэтому здесь тяжело, на самом деле, российским войскам. И давайте переместимся южнее, в район Николаева. Здесь тоже переменные бои. Вот тут вот известный населенный пункт Александровка занят украинской армией. Украинская армия здесь успешно отбивается, периодически проходят контратаки. Армия обменивается ударами, и всю неделю украинская сторона писала, что готовится наступление на Кривой Рог, вот как раз на южном направлении, но мы его так и не увидели. Давайте отдельно поговорим о Мариуполе. Защитники города продолжают укрываться в Азовстале. Российские войска их не штурмуют, но постоянно бомбят и обстреливают. На все предложения Украины выпустить военных, чтобы они ушли к своим, Россия отвечает отказом. Положение защитников тяжелое. Около 600 раненых, которые лежат в подвалах без воды, медикаментов и лечения. Но кроме того, на заводе «Азовсталь» остаются мирные граждане. Так сообщают сами защитники. Регулярно идут переговоры о ГУМ-коридорах, однако каждый раз они срываются.
Обе стороны обвиняют друг друга в срыве. Но я скорее поверю, что это именно путинские войска не позволяют мирным жителям выйти. Зачем украинцам, у которых нет еды и воды, держать лишних гражданских? Даже по логике кремлевской пропаганды. Даже вот в их мире этот живой щит не работает. Завод они все равно бомбят, обстреливают. С воздуха, с земли. Вот прямо сейчас этот ужас происходит. Вы можете себе это представить? Даже не представить, осознать, что в эти минуты происходит в Мариуполе. Обстреливают всю Украину. В четверг путинская армия атаковала крылатыми ракетами даже Киев. Вот одно из видео как раз прилетов. Ракета попала в жилой дом, погибла журналистка «Радио Свободы» Вера Гирич. Обстрел проходил ровно в тот момент, когда Зеленский принимал у себя генсека ООН Гутьерреша. В тот же день атаковали и пригород Киева Фастов. Обстреливали Харьков, Николаев, Днепропетровскую область, другие районы. При этом обстрелы идут без особой системы. То в одном месте, то в другом. Поэтому даже непонятно вообще, в чем военная цель этих ударов. Все эти обстрелы совершаются именно для устрашения. Путин не понимает, как победить Украину и хочет просто убивать мирных жителей, разрушать жилые дома, запугивать людей. Вот такая тактика. На фронте идут локальные бои, а ракетные войска и авиация занимаются террором мирного населения. Украинская армия переводит войну на территорию России. На этой неделе снова бомбили Воронеж. Брянск, конечно. 25 апреля в городе загорелись сразу 2 хранилища топлива. Конечно, российские власти сказали, что всему виной пожар. Ну да, пожар. Сразу в 2 местах за несколько минут. Да ведь так обычно и происходит. 27 апреля вспыхнул склад боеприпасов в Старой Нелидовке. Это неподалеку от Белгорода. Украина не сообщала о том, что это их атаки, однако всю неделю над российскими приграничными районами сбивали беспилотники. Во всяком случае, по заявлению российской стороны. Появились вот такие видео с работой ПВО. Возможно, украинцы направили часть своих байрактаров в Белгородскую, Брянскую, Курскую и даже в Воронежскую области, чтобы атаковать инфраструктуру и запугать местных жителей. Также приграничные регионы России были обстреляны реактивной артиллерией. Вот такие кадры опубликовали жители села Головчино. Такие обстрелы происходили всю неделю. Некоторые села пострадали уже несколько раз. Конечно, это пугает жителей приграничных регионов. В местных чатах регулярно можно прочитать панические сообщения. Пишут, что как-то армия неправильно действует. Где же ПВО? Какой же Путин молодец, что привел войну в Россию. А власти Ростова-на-Дону даже взялись ремонтировать бомбоубежище на 300 человек, которые давно не используются. Если украинцы хотели создать истерию и запугать жителей приграничных районов, то у них это отлично получилось. Эта война коснется каждого, не нужно никаких иллюзий. Уже привычно ни одна из сторон на прошедшей неделе не заявляла о своих потерях. Украина говорит о погибших более чем 23 тысяч российских солдат. По оценкам британского министерства обороны, потери российских войск составили около 15 тысяч военнослужащих. Ко всей этой информации нужно относиться с осторожностью, но игнорировать ее нельзя. Совершенно понятно, что счет погибших перешел на десятки тысяч. Российская сторона официально не называет количество украинских потерь. Некоторые прокремлевские помойки называют 24 тысячи убитых украинских солдат. Но это только информация для вашего сведения. Нет ни одного источника, который мог бы хотя бы приблизительно подтвердить эти данные. В четверг произошел очередной обмен пленными. Я это говорил и неделю назад. Похоже, обмены запланированы именно на этот день. Украина освободила 45 граждан, среди обмененных 12 гражданских лиц. По словам Ирины Верещук, Россия пыталась обменять гражданских лиц на военных, что прямо запрещено Женевской конвенцией. По украинским данным, в российском плену сейчас находится около 1000 гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных. Перейдем к потерям техники. За 65 дней войны Россия потеряла 587 танков и
1047 бронированных машин, среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожено или захвачено 171 артиллерийское орудие и САУшки, а также 62 реактивных системы залпового огня. Сбиты 26 самолетов и 38 вертолетов. Кстати, забавная штука. Якобы сбитые под Курском байрактары уже были замечены ранее уничтоженными в Украине. То есть они реально их таскают за собой, подпирают кирпичиками и отчитываются о новых победах. Ну, видимо, ради медальки или еще чего-то. Потери сил Украины к 30 апреля такие. 144 танка и 248 бронированных машин. Уничтожено 53 артиллерийских установки и 16 систем залпового огня. У Украины подтверждены потери 20 самолетов и 5 вертолетов. Общие потери единиц техники 3262 против 947. Российская армия по-прежнему теряет в 3,5 раза больше техники. И нужно учитывать, что из мест ведения боевых действий мы получаем фото и видео с задержкой, а значит потерь гораздо больше. Потери мирных граждан от обстрелов также растут. Как я уже говорил, в четверг обстреливали даже Киев. Постоянно гибнут люди в прифронтовых городах. Северодонецке, Попасной, Рубежной. Обстрелы Харькова, Николаева и Мариуполя продолжаются. Этому безумию пока не видно конца. ООН идентифицировала 2899 и 3235 случаев ранений гражданского населения. Об этом говорится их в ежедневном брифинге. В эти данные не включены сведения из Мариуполя, Изюма, Попасной. Оттуда невозможно получить достоверную информацию сейчас. Украинцы сообщают о гибели 217 детей, почти 400 ранены. Эти цифры постоянно растут. Даже там, где не падают путинские ракеты, украинцы не могут быть в безопасности. В Херсоне и Мелитополе оккупационные власти полным ходом вводят свои порядки. В том числе собираются вводить рубль, дали на это 4 месяца в качестве местной валюты именно. В Мелитополе были замечены зерновозы. Вероятно, информация о воровстве зерна с украинских складов не фейковая, но это прямо реально какой-то анонс Голодомора. И постоянно ходят слухи о присоединении Херсонской области к Крыму, то о проведении референдума и создании ХРНР. Но пока подтверждения информации этой нет. Может, ждут именно 9 мая, черт его знает. Перейдем к тому, к чему было приковано особенное внимание всю неделю. Приднестровье. Там практически начались военные действия. Напомню, что Приднестровье – это небольшая часть Молдовы вдоль реки Днестр, и это непризнанное государство под контролем Кремля, вроде Абхазии. Оно настолько прочно связано с Россией, что там даже есть второй государственный флаг. Угадайте, какой? Российский. Сейчас в Приднестровье находится так называемая оперативная группа российских войск. Всего около 1700 солдат и офицеров. Это мотострелковые войска без средств ПВО и серьезной боевой подготовки. Поэтому в целом никто не ожидал их вступления в войну и атак из Приднестровья. Однако на этой неделе в регионе произошли сразу 3 инцидента. Сначала 3 неизвестных обстреляли здание местного ФСБ в Тирасполе, столице Приднестровья. Все это выглядит как стопроцентная провокация. Конечно. Тем более, что смысла в этом обстреле нет вообще никакого. Второй инцидент – подрыв 2 радиовышек в поселке Маяк. Вот вы видите их на фото. Через эти вышки транслировали российское радио. Третий инцидент совсем мутный и непонятный. Местные власти сообщили о том, что Украина обстреляла поселок с таким вкусным названием Колбасно. Там находится большой склад боеприпасов, крупнейший во всей Европе. Но никакого подтверждения этого нет. Ни фото, ни видео, ничего. Россия, конечно, обвиняет во всем Украину. Якобы она пытается развязать конфликт в Приднестровье. Украина, понятно, обвинила Россию. Что президент Молдовы говорит, Майя Санду, она сначала заявила о том, что все это борьба внутренних сил Приднестровья, бандитских группировок, наверное, но потом изменила свое мнение. Румыния активизировала свои войска. Так что начнется ли война в Приднестровье?
Кажется, что конфликт там не выгоден никому, даже Путину. Потому что российских войск в этом регионе мало. Сейчас они полностью отрезаны от России. Небо ведь закрыто. Но и Украине невыгодно, чтобы Приднестровье вступило в войну. Для обороны придется стягивать лишние части, отвлекая их от боев под Херсоном. Молдове тоже война не нужна. У них нет армии. Об этом даже сама Майя Санду говорила, что вооруженные силы развалены, нечем даже обороняться от российской агрессии. С другой стороны, мы знаем, что Путин не действует логически, вернее, он живет в другом каком-то измерении, там другая логика. А значит, все эти идиотские провокации могут совершаться по его задумке. Тем более почерк-то похожий. Взорванный УАЗик на парковке, разрушенный сарай. Ну, вы помните вот это все, да? А в санкционной повестке главной остается тема российского газа. На этой неделе Путин впервые начал газовый шантаж. От поставок были отключены Польша и Болгария. Это страны, которые отказались платить за газ в рублях. Но больших проблем для Польши, например, это не создало. Пока они берут газ реверсом из Германии, а к концу года и так планировали перейти полностью на норвежский газ. Кроме того, Чехия, Австрия, Финляндия и Дания прямо отказались покупать российский газ за рубли. Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что страна не поддастся шантажу. Если они не продемонстрируют Путину четкую сильную позицию, то заплатят за это в будущем. Очень верные слова. Открыто согласились покупать газ за рубли пока только в Венгрии. Немецкие политики постоянно повторяют, что без российского газа стране будет тяжело, но пока неизвестно, по какой схеме платит за газ Германия. Начав газовый шантаж, Путин, конечно, взволновал Европу. Пока цены на газ подскочили. Но тем самым он только ускорил процесс отказа от российского газа и переход на топливо из других источников. Я напомню, что всего лишь за время войны в Украине Европа заплатила Путину около 44 миллиардов евро за энергоносители. Газ, нефть, уголь. Нью-Йорк Таймс пишет, что российская нефть может попасть под запрет в Европе уже на следующей неделе. Тот самый пакет санкций, которого мы ждем уже 2 месяца, наконец-то становится реальным. Да, это эмбарго будет тяжелым для Евросоюза, но оно вынужденное. Нельзя спонсировать маньяка, развязавшего войну, убивающего тысячи людей. И как пишет «Коммерсант», на фоне санкций добыча нефти в России уже сократилась почти на 9% относительно марта. Звучит так скромно, 9%. Но давайте прикинем по деньгам. В марте было добыто 46,5 миллионов баррелей, значит потеря в апреле 4,2 миллиона баррелей. А по нынешней цене нефти Urals 74 доллара – это 310 миллионов долларов. Существенно, учитывая дефицит валюты у правительства России. Санкции работают, просто пока это не так бросается в глаза простым россиянам. Хотя цены-то, конечно, видно, что растут. Важно продолжать персональные санкции. Здесь тоже наметился большой прорыв. Наша команда закончила большой труд. Мы собрали около 6 тысяч фамилий тех, кто помогал и помогает Путину вести войну в Украине. Фамилии тех, кто наживается на войне, и тех, кто борется с любыми проявлениями гражданской свободы в России. В наших списках есть чиновники, пропагандисты, продажные деятели культуры и сотрудники ФСБ. Заходите на сайт, смотрите сами. Давайте скажу пару слов о том, зачем вообще нужны такие списки, как это будет дальше работать. Наши списки – это некий сигнал Евросоюза, Соединенным Штатам, другим странам. Следующий шаг – это сбор конкретной информации по каждому человеку, которая доказывает необходимость введения против него санкций. Только если такие доказательства будут надежными, тогда человека внесут в санкционные списки. Поможет ли это остановить войну? Мы считаем, что поможет. Одна из мер, которая работает. Лишив окружения Путина и самого Путина их денег на Западе, отрезав им выход за рубеж, можно вызывать такое значительное недовольство внутри всей этой элиты, чтобы они там боролись друг с другом. А еще, что важно, большая часть этих людей будет в другой России под уголовной ответственностью. Мы будем вносить туда
справки там, еженедельно или раз в 2 недели. Но оттуда также можно выйти, но только с реальными действиями против войны. Какие последствия могут ждать людей из списка? Прежде всего, это арест счетов и недвижимости. Вот как, например, арест виллы дочки Путина Катерины Тихоновой в Биаррице. Будет отлично, когда под санкциями окажется и неофициальная жена Путина Алина Кабаева. На этой неделе Wall Street Journal сообщил, как США буквально испугались включать Кабаева в санкционные списки. Причина поразительная. Власти опасались разозлить Путина, ведь Кабаева – мать его 3 детей. Тем не менее, санкции против Кабаевой необходимы. И вовсе не за то, что она близка с Путиным. Алина Кабаева, глава национальной медиагруппы, буквально руководит пропагандой. А ведь еще она была депутатом Госдумы, голосовала в том числе за принятие закона Димы Яковлева. Ну и, конечно, надо понимать, что все ее имущество – это имущество Путина. Продолжаются санкции и против финансовой системы России. Уже сейчас многие страны размышляют над тем, как бы использовать замороженные российские счета на благо Украине. Активно исследует этот вопрос США. Ирландия также заморозила 1 миллиард и 200 миллионов евро российских активов и может передать их Украине. В целом, по миру заблокированы сотни миллиардов долларов российских активов. Если даже часть из них направят в Украину, это поможет быстрее восстановить разрушенную экономику и купить новое оружие. Деньги России буквально помогут Украине выиграть войну против России. Отдельно хочется послать порцию проклятий Путину, который ради своего эго устроил войну и, по сути, лишил страну всех иностранных резервов. 26 апреля министры обороны 40 стран обсудили военную помощь Украине на встрече в Германии. А главная задача переговоров – синхронизировать усилия и продумать новые поставки. По итогам встречи был создан Центр контроля военной помощи Украине. Сейчас он действительно нужен, потому что поставки идут из многих стран и необходим контроль, каких поставок достаточно, а чего не хватает. Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания заявил, что такие встречи будут проходить ежемесячно. Напомню, о встрече договорились о поставках 50 зенитных систем «Гепард» из Германии. Швейцария отказалась поставлять Украине боеприпасы к этой установке, сославшись на нейтралитет, но на помощь пришла Бразилия. Ей будет продано 300 тысяч снарядов. Также в Германии обсуждается поставка 88 танков «Леопард-1», модификация А5 1987 года. Канада поставит 8 бронированных машин. Великобритания отправит свои высокоточные самонаводящиеся ракеты класса «Воздух-Земля». «Бримстоун» называется, стоимостью около 150 тысяч долларов за штуку. А также Британия передаст дополнительные зенитные системы. И судя по тому, что российская авиация не смогла добиться абсолютного господства в воздухе, зенитные системы Украине очень пригодятся. Война затягивается, а у России банально просто много самолетов. Кстати, нейтральная Швеция решилась направить свои колесные самоходки «Арчер». «Арчер» называется самой скорострельной САУ в мире. Она делает 3 выстрела за 10 секунд и до 8 выстрелов в минуту. Самое современное оружие. Но главная новость о поставках оружия, конечно, пришла из США. Американский Конгресс почти единогласно одобрил ленд-лиз Украине. Впервые с 1941 года. Тогда этим оружием боролись с нацистами, а сейчас с путинскими войсками. Этот закон поможет резко увеличить и ускорить поставки оружия к Киеву. Украина может получить вооружение на 20 миллиардов долларов. Это треть российского военного бюджета, кстати. Джо Байден уже запросил новый пакет помощи Украине сразу на 33 миллиарда долларов, из которых 8 миллиардов пойдут на поддержание украинской экономики. США уже отправили много своих гаубиц, БТРов и даже РСЗО. Но пока под вопросом, будут ли поставки самого современного оружия, которое отправляет, например, Европа. В первую очередь украинцы ждут танки «Абрамс», БМП «Брэдли» и самоходки М109 «Паладин». И, скорее всего, их поставят. В конце концов, «Паладин» довольно старое оружие, а одних «Брэдли» на хранении находится более 2500 штук.
Но, конечно, украинцы хотят и другое оружие. В частности, зенитные комплексы «Патриот» и даже истребители F-16. Я думаю, что пора. 2 месяца украинцы героически защищают свою страну. Они доказали, что могут и готовы самостоятельно справиться с агрессией. Им нужно только оружие. Если НАТО не решилось само закрыть небо над Украиной, то уж поставить средства для этого точно могут. Российская пропаганда в своем стремлении еще сильнее разогреть жажду крови дошла до крайности. Теперь они напрямую говорят о ядерных ударах и Третьей мировой войне. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Официальные лица тоже подключены. Вот Мария Захарова рассказывает, что Западу нельзя поставлять Украине оружие. За мир, то надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружения. Понятно, почему они волнуются. Путин проигрывает войну, армия несет огромные потери, и люди это видят. Люди в Белгороде и Брянске видят, что Путин даже свою территорию не может защитить. Поэтому надо создать истерию, надо обмануть людей и запугать их, в том числе ядерной войной. Поэтому они несут вот такой бред. Ну а самый смешной сюжет этой недели, конечно, покушение на Соловьева. Обездвижить, цитирую, захватить, бросить в багажник, вывести в лес, в самое глухое место, отрезать язык, взять ножницы, чтобы сам это сделал. Простите, мы не то видео включили, хотя они так похожи, вот нужное посмотрите. Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Путин буквально повторяет за Лукашенко, который в 2021 году рассказывал о покушении на придворного пропагандиста Азаренко. Но попытка Соловьева, убийство Соловьева, подготовлена куда серьезней. Российские силовики нашли целую неонацистскую группировку, у которой изъяли самодельную бомбу, 8 коктейлей Молотова, 6 пистолетов Макарова и более 1000 патронов к ним, гранату, наркотики, внимание, поддельные украинские паспорта. Зачем украинцам поддельные украинские паспорта? А также националистическую литературу и атрибутику. И также, внимательнее, диски с игрой Sims 3. Лучшая игра. Поразительно, конечно, что террористы, которых ловит ФСБ, так любят читать и играть. Буквально каждый раз у них находят книги, флаги, которые они берут с собой на дело, вот всякую ерунду это все выкладывается. Ну, такая раздолбайская работа ФСБшников. Очевидно, что это все фейк. А вот в России активно продвигается новая победобесие с буквой Z. Ее лепят просто везде. Проводятся какие-то митинги, мероприятия, где раздают вот такую символику. Вот, например, одно из них, кажется, в Кронштадте проводили. А вот что случается с этой символикой после окончания мероприятия? Своих не бросаем. Ну, сомнительно, что не бросают. В школах развешивают плакаты про войну. Детей заставляют рисовать вот такие открытки к 9 мая с буквой Z. Вообще продвигают эту символику как могут. Конечно, Путину больше подходит вот такой дизайн. В Омске группа Би-2, например, отменила концерт, потому что в зале висела огромная буква Z. И там было написано «За президента». Ну, молодцы, что отменили. Но все равно война нравится людям только, не знаю, на кухне или еще где-то. И то далеко там 25% упоротых каких-то. Умирать за Путина даже они не торопятся. Никакого большого потока добровольцев мы не видим. Вот, например, в Новосибирске установили мобильный военкомат прямо под музыкальным театром. Весело. Желающих идти погибнуть в Украину что-то особо не видно. Сообщают и о большом количестве отказников в армии. Руководитель CIT Руслан Левиев пишет, что в военном лагере на границе с Украиной поставили вот стенды, и где просто напрямую есть хорошие воюющие, есть плохие воюющие. А впереди у нас парад Победы, 9 мая, на который никто не приедет.
Это, наверное, первый случай, когда на Красной площади не будет глав ни одного иностранного государства. Даже Токаева и Лукашенко не будет. Кремль, конечно, придумал очередное глупейшее оправдание. Вот так. Не приглашали. Ну, конечно. А я-то помню время, когда 9 мая по Красной площади шли солдаты НАТО. Вот британцы, американцы. Скажите, кому от этого было плохо вообще? Кто тогда боялся НАТО? Они нам чем-то тоже грозили? Ну нет же. Ничего не поменялось с тех пор. Весь конфликт с Западом выдумал и создал Путин вместе со своими друзьями. Одно хорошо. Как только скинем Путина, проблемы с НАТО можно будет быстро решить. Вернуться к нормальному диалогу, сотрудничеству, в том числе в любой сфере, абсолютно, в том числе в военной. Давайте переходить к выводам. За последнюю неделю определились основные направления ударов российской армии на Донбассе. Давайте еще раз обведу. Это Изюм, и через Барвинково они планируют окружить Славянск вот где-то южнее в этом районе. И второй удар – это от Кременной на Лиман. Здесь планируют через Попасную тоже окружить основное расположение украинских войск, которые вот здесь и которые вот здесь. Получится у них это или нет, я, честно говоря, сомневаюсь. Да и в целом наступление идет с большим трудом и, судя по всему, с большими потерями. Оказывая давление почти по всему Восточному фронту, российские части пытаются выдавливать украинцев с их позиций. Но пока ни один ключевой пункт не захвачен. С севера российские войска только подходят к реке Северский Донец, а ведь ее еще и нужно форсировать. Многие эксперты очень серьезно воспринимают атаки на Запорожском фронте. Но тут путинские силы тоже не достигли никакого прогресса, а интенсивность боев заметно ниже. Все еще неясная ситуация на Южном фронте. Скорее всего, потому что обе армии оставили здесь меньшую часть войск, поэтому ни у кого нет сил для решающего удара. Не забывайте, что промедление идет на пользу украинской армии. Это становится совершенно очевидно после анонсированных массовых поставок тяжелого вооружения. Американский ленд-лиз вот-вот заработают. Польские танки уже почти на месте или даже уже доставлены. Летят в Украину реактивные системы залпового огня, тяжелые гаубицы и снаряды к ним. ВСУ стремительно вооружаются самым современным оружием, тогда как Россия может доставлять только устаревшее вооружение из запасов. В прошлый раз я говорил, что ближайшая неделя будет ключевой. Украине обязательно надо будет продержаться. Вот мы видим, что Украина продержалась, и с каждым днем ее армия становится сильнее. Судя по всему, у Путина совсем не осталось шансов на успех даже на Донбассе. Это и пропаганда понимает. Отсюда все эти разговоры о ядерных ударах, а также разгул фальшивого патриотизма с буквой «З». Ведь уже через неделю парад 9 мая. Сделаю вам прогноз. В ближайшие 7 дней эту букву вы будете видеть просто везде. Они облепят ей все, что только возможно, в том числе на параде 9 мая. Как с этим бороться? Рассказывать правду, что мы и стараемся делать. Помогайте нам. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео в соцсетях, сделайте его более популярным. Это канал «Популярная политика». С вами Иван Жданов. Еще в команде Ян Матвеев, Владлен Лось. Подписывайтесь на них. Увидимся уже в понедельник. Мы работаем без выходных.